Всем большой привет, меня зовут Лада, добро пожаловать на YouTube канал Любимое дело. В этом видео покажу, как сплести вот такой полукруглый небольшой дор-баскет корзину на стену. Эта корзина будет у меня использоваться в качестве вазы для еловых веток. Елки в этом году у нас не будет, мы решили сделать вот так. Поэтому, если вам идея понравилась и если вы захотели тоже такое сплести, то приятного просмотра и легкого плетения. Донышко у этой корзины это обычное вязальное деревянное донышко с большими отверстиями. Мне понравились такие донышки для плетения их использовать. Кстати, в описании под этим видео я оставлю ссылку на магазин, где можно приобрести такие донышки по очень хорошей цене, а также донышки с разными отверстиями по вашим заказам. В качестве ручки я использую коряжку, она не деревянная, ее я сделала сама из газетных трубочек. Видео по изготовлению таких коряжек есть на канале, обязательно ссылку в описании оставлю. Ну и, конечно, мои любимые газетные или бумажные трубочки, которые я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги. Здесь остатки сладкие, как говорится. Вот их мы и применим. Первое, что я сделала, вот самое первое, это прошкурила хорошенько донышко деревянное, чтобы не было там заусенцев, ничего не торчало, и покрыла его лаком. Но, в принципе, можно лаком не покрывать, сразу плести, а потом уже готовое все покрыть. Ну, я так сделала, и потом еще и готовое покрою лаком. Красить донышко не стала, оставила цвет как есть. И сейчас я начинаю моими газетными трубочками оплетать вот эти большие отверстия. У меня уже было отдельное видео на канале, где я показывала крутые, просто суперические способы по оплетанию таких больших отверстий газетными трубочками. И я очень рада, что это видео многим понравилось. И если кто не смотрел, вот прям нужно смотреть. Ссылку оставляю в описании. Ну вот тут показываю немного процесса, как я это делаю. Трубочки очень хороши, должны быть пластичные, обработаны хорошо, чтобы, конечно, при вот таких манипуляциях на них не было никаких трещин. Но я хочу сказать, что, конечно, трещины на моих трубочках будут. Вы это будете видеть в видео. Я прошу прощения заранее. Они пересохли. Вот в процессе плетения они пересохли. Но это ничего страшного. Я в конце покажу, как затонировать все хорошо. Вот такой хаос у нас получился, но в каждом хаосе есть порядок. Соответственно, здесь тоже есть порядок. Если мы присмотримся и разберем эти хаотичные, непонятные трубочки, то мы увидим, что из каждого отверстия у нас выходят по две трубочки, которые впоследствии станут двойными стойками. Правда, впоследствии я срежу по одной стойке, но потом объясню почему. И сейчас я начинаю плетение. Первый ряд веревочка в 3 трубочки. Укладываю рабочие трубочки так, как на видео, и начинаю плести. Здесь обратите внимание, как уложены концы рабочих трубочек. На это обращаю внимание, потом эти концы мы будем прятать. Обязательно пользуйтесь всеми вот этими моментами, запоминайте эти все нюансы, потому что они достаточно важны при аккуратности плетения. Проплела веревочкой в 3 трубочки, сейчас я закрываю ряд так, как на видео. Если вам непонятно закрытие ряда этого, то смотрите мое отдельное видео по тому, как делается закрытие ряда в плетении веревочкой в 3 трубочки, прямой и обратный. Ссылку оставляю в описании обязательно. Ну и, конечно, второй ряд у меня будет уже не веревочка в 3 трубочки, а веревочка в 2 трубочки. Соответственно, расстояние тут между стойками очень-очень маленькое. Неудобно такое плести мне, поэтому я срезаю вот в каждой паре стойки, я срезаю по одной стойке. У меня получаются одинарные стойки. Вот так мне плести будет гораздо удобнее.
После проплетения нескольких рядов веревочкой в 2 трубочки я перехожу на плетение ситцем. Вообще планировала все плести веревочкой в 2 трубочки, но мои остатки сладкие оказались не такие уж и большие. Я поняла, что либо у меня будет коротенький дорбаскет типа салфетницы, либо уже полноценная корзиночка, но чуть-чуть повыше, соответственно, плетение ситцем. Очень такой экономный вариант. Вот, поэтому так, переход сделан, ну, самый обычный переход, и поехали плетение ситцем. Кстати, все переходы я делаю на задней стенке вот этой дорбаскет, потому что, ну, там эта дорбаскет будет прикреплена к стене, и, соответственно, ничего на лицевой стороне не будет видно. Проплела по высоте столько, сколько мне нужно рядов. Достаточно. Сейчас я перехожу на плетение веревочки в 4 трубочки. Что-то объемное такое наверху захотелось. И, соответственно, меняю все вот эти огрызки стоек, которые есть. Все срезаю под нолик. Вставляю новые стойки и делаю самую-самую простую загибку. Но так как здесь у меня есть уголки, поэтому загибка простая, это розга в 2 прута. Вот ее я и делаю. Здесь не показываю плетение розги, у меня есть отдельное видео на канале, не хочу здесь тратить время. Если кто не смотрел подробный мастер-класс плетения загибки розги, обязательно смотрим, ссылку оставляю в описании. Вот что у нас получилось, загибка готова, дорбаскет практически готов. Сейчас я беру вот эту свою коряжечку, ручку и приплетаю ее вот таким способом, как на видео. Теперь остался следующий момент, это тонировка, лакировка. Лакировку я уже за кадром сделаю, ну а тонировку вот сейчас я покажу. То есть у меня есть определенные трещинки на трубочках, как я говорила, да, и я буду вот это все тонировать под один цвет.
Ну, практически под один цвет, все-таки меланж такой останется, потому что тут трубочки некоторые совсем светлые, их перекрыть есть только темным совсем. Здесь лак и колер. Колер до нужного цвета добавила. Получается, что у меня практически совмещен процесс покраски и процесс лакировки. Но здесь нужно быть особенно внимательными, потому что когда вы вот таким образом тонируете, обязательно на кисть очень мало краски берите, иначе фактура плетения, она забивается. Вот этого не нужно допускать. В какой-то момент я подумала, что без украшения эта корзиночка уж очень простенько смотрится, и я решила ее украсить. В данном случае в виде украшения я взяла трубочку красного цвета и ей начала делать вот такие переплетения посередине корзиночки впереди. Хочу сказать, что в этом моменте мне очень помогают вот такие хирургические зажимы, если я их правильно называю. Если что, поправьте меня в комментариях. Ими можно очень быстро и без труда вытянуть трубочку или расширить нужное место, чтобы трубочку эту вставить. На конце зажимов нету острых всяких таких углов, они немного скруглены, поэтому они не травмируют трубочки абсолютно. Ну и они выступают в роли пинцета, но если мы будем вытаскивать трубочку пинцетом, то пинцет не сильно ее сжимает. А здесь все-таки из-за того, что это хирургический зажим и он имеет определенный замочек, мы можем зажать трубочку так, как нужно, вытянуть ее с той силой, с которой нужно, и мы ее в процессе вытягивания не потеряем. Так что, если у вас есть возможность приобрести эти зажимы, приобретайте, не пожалеете, в нашем деле они очень хорошо помогут. Вот такая корзина на стену получилась. Мне она в таком исполнении очень даже нравится теперь. Соответственно, внутрь можно поместить баночку с водой и туда либо цветочки, либо, как у меня, это еловые веточки опустить. И будет отличное украшение, и новогоднее украшение в том числе, и просто украшение для дома, для уюта. Я очень надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс, был вам полезен. Обязательно оставьте большие пальчики вверх и пишите комментарии. И я вас благодарю за то, что смотрите мои видео до конца и делаете репосты видео в соцсетях. Так вы помогаете каналу развиваться. Желаю вам легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!